Добрый вечер. Наконец-то я добралась до трансляции. Немножко припоздала. Так, сегодня у меня тема по Украине. Ну, запишется трансляция, будем потом, кто захочет, посмотрит. Значит, давайте по итогу так. Да, я выложила видео вот про господина Путина, про его здоровье, причем очень нейтральное. То, что вижу, так и сказала. Причем я даже просмотрела такие подобные видео очень у многих тарологов, очень похожие расклады с теми же самыми картами, вплоть до того, что у меня с одной тарологшей совпала даже итоговая карта Луна по здоровью, то есть человек находится в состоянии обезболивания постоянного, в котором он не совсем понимает, где он, да, на каком он свете. То есть, кто знает, что это такое постоянная боль и сидеть на уколах, тот понимает. Или у кого-то родственники, может, сидели на этих уколах. То есть, что это за состояние. Ну и про запуск сердца по-разному. Так, и это видео вызвало скажем так, бомбануло кое-каких русских, российских, не знаю даже, как их назвать, тарологов, что-то там, бомба пошла какая-то, прицепились ко мне. Одним словом, что-то им там не понравилось. Почему они трактуют карты 5 мечей, как будто это, если это... Они сначала сказали, что это тройка мечей, то есть они даже толком не видят. Увидели, не буду их рекламировать, там беспросветная тьма, как говорится, рашистская. То есть они моментально под нашими видео украинскими, под любым видео украинским, я заметила, нашим, где мы что-то говорим, что нас обстреливают, или что-то про Путина мы сказали, причем там просто выложила карту 5 мечей, не такая. Это ему кардиограмму будет снимать, да, сейчас 5 мечей, это кардиограмма. Конечно, да, посмеялась я. Они сейчас могут найти, потому что они следят за всеми, у кого там больше, там, не знаю, 500 подписчиков, у них боты, у них есть энтузиасты, которые нас отслеживают, и моментально они, да, добрый, приветствую, они моментально, то есть они будут появляться, я их буду удалять, они обязательно появятся в этих, они работают на таких видео, за мной уже давно следят. Они будут писать сейчас комменты, я их буду удалять. Заранее, как говорится, извиняюсь, да. Что мы на сегодня имеем? Смотрите, ну, во-первых, то, что фронт как бы остановился. То есть очень-очень медленно. Где-то мы отбиваем их, где-то они нас щемят по чуть-чуть, в основном по линии Донбасса. В Луганской области, вот эти все, Северодонецк, Лисичанск. И эта ситуация, по-моему, уже давно, да, уже. То есть после того, как их выгнали из-под Киева, фактически туда-сюда там 5 километров, да, где-то мы, где-то они нас освободили Змеиный, хотя мы туда не можем попасть, сейчас они там еще пока нас обстреливают. Сегодня уже первый пошел по Крымскому мосту, вы знаете, какое-то задымление. Вы знаете, что наши никогда не признаются, да, что они говорят, там, кто-то покурил, да, кто-то покурил. Уже первый, я вам говорила когда-то, что по Крымскому мосту, что будет 3 попытки пристреливаться, то есть с какими-то временными отрезками, то есть уже что-то там у них сегодня дымило. Что, в общем, хорошо дымило, но помним, что первый раз, как говорится, первый раз ни о чем, да, будет 3 раза. Пока его не разрушат, хорошо так разрушат. Так, сегодня подытожим. Люди спрашивают меня за наступление от Беларуси. Ну, насколько я знаю про Беларусь, что, во-первых, вдоль границы уже все заминировано, но это не секрет, да, секреты не буду говорить, хотя я знаю кое-какие секреты. То, что можно сказать, то, что уже все направлено
Там стоят наши войска и немало. Плюс вот это Волынь и какая-то там область рядом, не Житомирская забыла, что это болото. То есть как там эта пехота? Единственное, пехота, она там просто завязнет и все, и провалится. Там мины запрещают людям по Сумской области. Сумская область уже заминирована там. Там уже, ну что их ждет? Вот так чисто. Ну, будем, конечно, карты выкладывать. Пойдут, не пойдут. Батька, конечно, против, потому что он понимает, что на него, во-первых, там топи болото, там мины, там наставленные орудия уже на них, ждут их встречать. То есть это не 24 февраля, все. Это тебе не Херсон, да? Не юг Украины и не 24 февраля. Но, тем не менее, как видим, единственное, что у них преимущество идет вертолеты, самолеты в авиации. Оно есть, у них действительно этого дела очень много. Ну и все равно у нас же стрелялки есть, которые будут отстреливать это все. Насколько успешно? Ну, давайте так. Сейчас больше всего меня беспокоит Харьков, который мне постоянно пишет, и я вижу, что и Харьков обстреливают, что у нас Николаев и Одещина. Вот это вот самое. Ну, видите, они не стесняются стрелять там и в Киев, и в Кременчуг попадает. Ну, мы просмотрим сегодня самые такие вот Харьков уже. Просто задолбали. Харьков и Харьков. Каждое утро просыпаешься. Харьков и Харьков. Ну, кто захочет, спросит за свой населенный пункт. Но вы уже поняли, что фронт стал. Я посмотрю, будет ли какой-то с их стороны прорыв. Ну, а вдруг до конца лета. Ну, и какие у нас будут на начало сентября успехи или, ну, карты, или неуспехи по каким. У нас очень большой фронт получается, мы прямо окружены ими. Вот. Кому интересно, может зайти меня сегодня в сторис в Инстаграме Аграфина Таро, там мне девочки прислали в Риге, все завешено нашими флагами, это в Лиепае, то есть действительно в Европе так с энтузиазмом нас поддерживают и смотрим, да, про Белоруссию давайте. То есть вы поняли, что по Белоруссии лупят, кстати, ну, я думаю, что лупят, знают, где в Беларуси какие склады. Естественно, что все эти их танки, все эти их самолеты без каких-либо бензина, без этой авиационной заправки, без боекомплектов, это груда металла. Поэтому они наши уже все приготовили, поверьте. Вот, и там войска есть. Я еще раз, девочки, когда вы мне пишете, что посмотреть, значит, должен быть срок сегодня, завтра, месяц, год. Вот. И я буду рассказывать. Если вы мне такой вот вопрос воздух задаете, то я имею право также воздух вам ответить. Естественно, никакой ценности в этом не будет. Что смотреть на Запорожье? Год, 3 года, 5, 10 лет, 20. Что смотреть? Разрушение, опасность для людей, ракетные обстрелы, диверсионные группы, захват, линия фронта. То есть какой вопрос, простите, такой и ответ. То есть я еще раз говорю, что я отвечаю по своему разумению, и все. Вот, потому что если не задаете срок, не задаете конкретику, посмотреть Запорожье, что там, вырастет там розы, сменится ли там мэр, что Запорожье смотреть. Я смотрю, у меня четко в названии до конца сентября. Ну, давайте смотрим, кто захватит Запорожье. Я вам скажу, что под Запорожьем наш мэр, то, что никто не скрывает, там постоянно делают валы, там постоянно делают рвы противотанковые, если кто-то знает, что это такое. Там уже куча орудий, там уже куча на них направлена. Как они это собираются все преодолеть, кто это захватит? Вы думаете, что думаете, там просто 2 человека стоит каких-то на блокпосту, там наш мэр с запорожским, с херсонскими ребятами очень серьезно этим делом занялись, поверьте мне.
Смотрим, что будет с Запорожьем. Ну, в целом, я до 1 сентября, я не знаю, что будет с Запорожьем. Звезда, ничего не будет. Звезда – это хорошая карта, перспективы, то есть, скорее всего, что под Запорожьем. Это для нас, для Запорожья, означает перспектива освобождения. То есть до конца будут, скорее всего, что будет отступление, оно будет медленным, и оно где-то на начало сентября будет в движении. Никто его не захватит никогда. Никогда не захватит. То есть это в течение долгого времени вообще не захватите до конца войны. То есть такой временной промежуток про Запорожье 100%. Именно Запорожье сам город. Ну, по области это будут его освобождать однозначно, что просто эта карта медленная. И в каком-то рубеже его уже освободят. Никто из Запорожья, город сам ничего вообще, вы что? Не обстрел, тут не обстрел, вообще ничего нет. Никто вам не захватит и никогда, Виталик. Еще будете мне такие вопросы задавать, пожалуйста, идите на рашистские каналы. Я предупреждала, что они вот будут, когда захватят. Виталик, вы немножко изучаете хотя бы обстановку, во-первых, что даже я знаю, что творится под Запорожьем, что наш мэр, запорожские ребята, они даже сообщают об этом. Вы знаете, что такое противотанковый ров? Ну, я уже знаю. Я не говорю, что я там специалист большой, но я уже знаю, что это такое. Что такое ПВО? Кого оно отстреливает? Нет, не захватят и никогда. Виталик, я, наверное, вас все-таки удалю, потому что вы мне будете мешать, сейчас и заблокирую нахрен Виталика этого. Так, потому. Так, давайте. Запорожье до конца лета никто не захватит, его будут освобождать именно по области. Все, и звезда выпала. Раз. Все, ответила. Так, Каменская, Днепропетровская. Я смотрю в целом, потому что вы сами понимаете, что ракеты, это только есть у них. И, естественно, что... Ну, давайте... Каменская. Что до конца лета с Каменской? Ну, какая-то нерешенная. Тут, кстати, не такая опасная ситуация по суду перевел. Нерешенные вопросы. То есть как было, так и есть. Вот ничего не меняется. Вот как у вас сейчас, так и сейчас. Еще раз говорю, вы не думаете, что 4 месяца Украина сидела и спала. Огромное количество. Нету тут ни авиации, вообще я что-то не вижу в Каменской, чтобы что-то даже залетало. Как вот на сегодняшний день, так оно и будет. Ничего не меняется по суду перевернутому. Я даже, давайте, могу, конечно, спросить, что Каменская будет ли какая-то ракетный прилет. В Каменском какие-то пожары могут быть по этой карте. Вот просто уже беру, исходя из самого вот такого вот, да, накручивая, можно сказать. Но по сути жезл тут ничего. Может быть, но это не прилеты, это такое вот, даже не ДРГ. То есть тут жезл все-таки может означать связь с этой огненной стихией. Что-то там, какие-то у вас все-таки, кто-то что-то поджигает. Сумы, Сумская область. Ну, давайте так. Что Сумы? Сумы тоже. Сейчас, у меня цель Харьков, Николаев посмотреть, и Донбасс, и вот, Сумы. Что Солнце? Ну, вас хорошо прикроет по Солнцу. То есть, я знаю, что Сумы нет, вообще не захватят, даже не думайте. По области, потому что это область граничит, вот что с областью. Вот туда-сюда, шаг вперед, шаг назад. Возможно, что даже они как-то что-то будут переходить по этой карте. Эта карта вот шаг вперед, шаг назад. Могут они переходить, тут же они их назад будут отгонять. К сожалению, так. Есть тут такое. Типа, перейдут черту и назад, перейдут и назад. Будут вот так вот нервировать. Возмущение там тоже
оборонные, просто там обстрелы, но все равно их, поверьте, что их строят. И ПВО подтягивают, и ну, ПВО, чтобы, не знаю, может, еще кто-то не понял, чтобы сбивать самолеты, всякую хрень. Не все оно сбивает. Как видим, баллистические ракеты не может сбить. Но это я уже узнала. Ну, подробнее, конечно, можете увидеть, но Сумщина пока именно сама область так. Запорожье ответила. Так, Сумская область. Херсон до конца лета. Херсон или Херсонщина? Так, давайте Херсон. Сам Херсон до конца. Давайте итог на конец лета, потому что я не могу раскладывать расклад. Было, есть, будет. Я просто на итог на начало лета сам Херсон. Карта, ну, будет освобождение, но немножко какое-то иллюзорное. То есть, видимо, они будут как-то частично присутствовать все-таки. Или где-то там по границе давить. Потому что семерка кубков может быть, это хорошая карта, но она как бы немножко иллюзорная, потому что будет очень много вокруг Херсона, ну, опасностей. Вот сам Херсон как будто освободит. Сейчас посмотрим по области, что будет. Так, что по области будет происходить? Очень медленно освобождает карта, все-таки разочарование, много разрушений именно хозяйственных будет. Но эта карта также, что будет пытаться несколько раз, и один раз это удастся все-таки. То есть до конца месяца один кубок будет. Может быть, четверть вот какая-то именно по области освободиться. Потому что тут четверка кубков, один кубок полный и 3 пустых. Есть карта вот такая, что разочарование или много разрушений вот именно хозяйственной инфраструктуры. То есть вот так, проблемы с водой. Кстати, я не вижу тут вот что-то такого страшного, знаете, что там прям все обстреляли, или какими-то ракетами закидали. Ну, есть. Разрушение инфраструктуры есть. И немножко как бы иллюзия, что освободили. Но, видимо, не все. Что карта тоже такое немножко разочарование. Давайте подробнее. Будет ли Херсон на конец лета, войдут ли наши войска, или там какая-то наша власть? Девятка кубков перевернута. Плохая карта. В смысле, она неплохая, она говорит о том, что очень много расходов, очень много затрат будет, немножко не тот, вот, ну, не достигается полностью, как хотелось бы, вот, недовольство какое-то ситуацией. Но это все равно будут освобождать и Херсонщину. Все эти кубки говорят о том, что причем очень медленно и очень нежно, будет стараться как можно меньше навредить. Так. О, врач поликлиники. Кто, интересно, берет вот такие вот себе имена? Мне 52 года. Что дальше? Ладно. Значит так. Вот карту, анализ на что там, гемоглобин показать, пом, дату рождения. Так, смотрим мы на Николаев. Давайте Николаев. Там все время часть Николаева обстреливают, когда-то закончится, блин. На конец августа, начало сентября. Что будет? Так, тройка мечей. Долго будет его обстреливать, но как бы интенсивность снижается по этой карте. Затягивается ситуация.
Но по тройке мечей это уже, как сказать, тут не будет каких-то вот громадных разрушений ракет, а вот может быть какие-то короткоствольные орудия, насколько я понимаю, потому что ну, на ракету это дело это серьезно не тянет. Ну, будут по чуть-чуть все-таки долбить. Давайте так. Николаевская область. Дойдут до границ, ну, освободят область эту полностью. Вот. Изгонят врага до его границы. Ну, военным тут бои будут страшные. Ну, вообще, по королю мечей будет очень жестко их гнать. Так, ну выгонят. Подойдут к границе. До границы их освободят, но жестко там будут бить. Так, Полтава. Именно я город. Я просто что, давайте так. Какие обстрелы? Давайте я про Полтаву. Мне еще там Харьков очень, очень страдает. Так, Полтава. Будет ли в самой Полтаве что-то и вокруг? Я не вижу в самой Полтаве какие-то ракеты. Это не ракеты. Какое-то очень тихо четверка по четверке жезлов. Скорее все-таки надо искать в пригороде, потому что ну, тут могут быть какие-то тихие спящие враги, которые что-то там поджигают. Но они как спящие, вот, не проявляют себя. По области Кременчук, это же, да, Полтавская. Посмотрим, что там по области будет происходить. Еще на белорусов не пошло. Так, ну, будут разрушать хозяйственную часть. Там, где хранятся ценности. То есть, может быть, дороги, по которым что-то едет. Что по поводу человеческих жертв, вот это самое страшное. Король, император. Ой, Иерофант. Тут явно идет какое-то прикрытие специалистов, какие-то, ну, как ПВО, нет, хорошо прикроют. Больше не будет таких трагедий. По Иерофанту нет. Так, меня Харьков интересует. Сейчас давайте делать. И Харьков, и белорусы. Так, Харьков. Что там у нас? Харьков обстреливают страшные силы. Отцепятся они от этого Харькова на конец лета. Харьков самая такая, блин, горячая точка какая-то. Несправедливость. Судя по всему, еще всплески очень такой активности будут. Причем то густо, то пусто. Что-то с Харьковом застряли. Давайте посмотрим так. Ракетные обстрелы. Вот вы знаете, десятки кубков и нет от ракет. Что там под Харьковом? Суд, возврат ситуации. Блин, мне не отходят они что-то. Почему же так? Наверное, оголились где-то наши войска под Харьковом. Так, давайте посмотрим, что Харьков. Харьков должна предупредить, что ситуация будет, но обстрелы продолжаются. Так, сам Харьков. Сейчас посмотрим, давайте на сентябрь. Цепится от Харькова как-то не погоня. Уменьшение, то есть уже несерьезные, будут пугать, будут беспокоить, но это уже карта снижения. То есть вам аж в сентябре отстанут они от вас. Погонят их. То есть уже это не будет там практически, ну, по мелочи там что-то совсем. Может быть, по области что-то там будет летать, может попадать в землю, но вестник мечей перевернут это так. ДРГ, может быть, эти группы какие-то бегать, все. Так, что у нас там? У нас белорусы. Давайте посмотрим до конца лета. Пойдут ли белорусы? Выход из кризиса. Какая-то непонятная карта. Вообще по этой карте
могут пойти, поскольку это карта ограничений, и она перевернута. То есть люди, вот их что-то сейчас ограничивает, и они раз, все-таки что-то их, кто-то их выпустит. Ну, давайте так, будут ли представлять они опасности по... Да, белорусы пойдут все-таки. Пойдут они. По какой области они? Давайте, я думаю, что по Житомирской. Ну, что не по Житомирской. Четверка пентаклей. Ну что, эта карта такая, сижу на своем. Ну, не хотят они. Они, что с ними будет, их будут удерживать. Вот и все. Да, они пойдут. Девятка мечей. Но это, кстати, как раз и не скоро они пойдут. Это сейчас июля, ну вот где-то в августе они пойдут. При этом они не хотят воевать, четверка пентаклей, они хотят сидеть там где-то, делать вид, что они типа воюют, чтобы без особых затрат это все было. И сила, она тут, грубо говоря, видите, сила это контроль, да, то есть их будут контролировать. Карта для нас. Я всегда смотрю с нашей точки зрения, да, как это для нас будет. Вот, если я задаю вопрос по поводу них, я отдельно это говорю. Вот. Если по умолчанию гадаем для нас, то есть сила это говорит о том, что мы просто будем держать за шкирку. Так, Днепр, первая половина июля. Кривой Рог. Будет ли оккупация? Не будет никакой оккупации. Иерофант. Вы понимаете, что по Иерофанту это за этим стоят очень большие люди, очень много сделано. Вы знаете, что там уже 4 или 5 рубежей. Какая оккупация вообще, девочки, вы о чем вообще? Запорожье, Кривой Рог, Днепр, какая оккупация, вы о чем? Вы знаете, что там огромные рвы, там глубиной там 5 метров, туда просто ни один, там если это кладбище танков будет. Единственное, чем они могут, это там самолетами залететь. О чем вообще речь? Какая оккупация? Ну вот вам и карта подтверждает. Там не просто танк никуда, там не зайдет он никуда. Там 2 точки, на которых стоят куча орудий и все. Да, и вдоль дорог. Какая оккупация? Девочки, успокойтесь, мальчики. Представьте, что это ров глубиной 5 метров и длиной там 15 метров. Как вы думаете, туда танк вообще, если заедет, что с ним будет? Что вы думаете, танк может выехать оттуда? Никогда в жизни. Самолет может залететь, него быстро отстреляют. Успокойтесь. Я за Днепр даже смысла нет смотреть. Я вам говорю, что вы видите, император, это, иерофанты, звезды падают. Это очень сильные карты. Эти города защищают очень мудрые, очень сильные люди. И пока их никто не перебил. Эти карты ни о чем. Вы что? Это старшие арканы. Это сила огромная, которая преобладает. О чем речь? Белорусская пойдет, я вам сказала, что пойдет она, нет, не пойдет она по Волыни, она пойдет по Житомирской. По Волыни не пойдет, еще раз вам сказала, потому что там болото. Ну что по Волыни? Ну, я сказала, что пойдет. Вот, по Волыни до хрена они. Не хотят они по Волыни идти. Вот как раз 2 области, где они понимают, что не договорятся, нет, не пойдут. А вот по Житомиру, по Житомирской выпала плохая карта. Я вам еще раз говорю, что вдоль границы оборонные сооружения, мины, там 10 километров мин или 15. Как вы думаете, там все заминировано, куда они пойдут? Все оружие на них наставлено. На Волыне топи. Куда они пойдут? Там могут самолетами залететь, да, вертолетов у них много. Нет. Вот на Киев сейчас посмотрим.
Я же вам сказала, что я вот говорю, вы меня прослушайте начало, сейчас отмотайте, оно в записи есть. Все, я не буду повторять одни и те же для каждого лично. У меня блог для людей, ну, для общества. Потому что, наверное, неинтересно все это выслушивать сотый раз, кто меня смотрит. Так, на Киев наступление, ну что. Это иерофант перевернутый, хоть прямой, хоть перевернутый, говорит о том, что очень сильно беспокоится, но по этой карте это не наступление. Наступления не будет даже попытки. Хотя будут, может быть, будут запускать такую вот, что они там что-то обстреляют, что они сейчас нападут на Киев. Да, они могут что-то говорить. Реально нет. Во-первых, иерофант хоть прямой, хоть перевернутый. По этой карте ничего не будет. Так. Еще раз говорю, я сюда вышла, значит, сейчас свою программу, я тоже не могу 100 городов подряд гадать. Понимаете, это не печь пирожки, что ты 100 пирожков можешь слепить. У меня есть ресурс, да, вот я посмотрела, сколько я не бесконечная, я не на выдаче пирожков нахожусь. Значит, сейчас все, у меня города закончились, первые 5-10, дальше я не вижу смысла, поскольку я устаю, и эта работа, что-то просматривать, и я устаю. То есть, да, врач не может делать 100 операций в день, он может делать 5. Так и я. Потому что у меня еще ритуал, меня еще люди пишут. То есть нет, все, хватит. То есть если хотите, ищите мои видео, там ищите, заходите на записи, там вот я первые там полчаса отвечаю 40 минут, дальше нет. Я не могу там часами сидеть и 105-й город что-то там выкладывать. Во-первых, в этом нет смысла, а во-вторых, я вас просто предупреждаю, что я этого делать не буду. Все, 30-40 минут, дальше я ничего не... Сейчас у меня программа по Крымскому мосту, потому что она меня беспокоит лично, я ее озвучила в начале, и я уже гадала на мост и заканчиваем. То есть вот так вот по Крымскому мосту. Так, у меня 4 кубков. Будут пытаться, значит, из нескольких попыток будет одна удачная. Что для нас будет? Будем атаковать мост, однозначно. Всадник мечей. Причем я вижу, что по всаднику это будет с трудом все-таки. Давайте посмотрим, что для Крымского моста, чем это обернется. Крымский мост хорошо защищен. Хорошо, давайте так. В сентябре все-таки что с ним будет? Ну, в сентябре вот его и разрушат. То есть будут пытаться несколько раз. Сразу скажу, что, видимо, потому что очень много раз, как это сказать, пугали. Видимо, вокруг Крымского моста действительно усиленная какая-то там охрана идет, что удастся это не сразу, по ходу, может быть, до сентября пробиться. Бить будут бить, еще будут бить. Вот за эти 2 месяца 3 или 4 удара будет. Один из них кажется удачным, но не до конца. И в сентябре все-таки его разрушат. По 5 мечей. Уже не запустят. Все. Крымский мост будет разрушен. Разрушен окончательно уже так, хорошо. Хотя удар по нем будет где-то в июле. Ну, давайте, в июле будет удар, что там, да? Ну, что-то затягивается. Что будет с мостом? Ага, в августе все-таки откладывается. В августе его хорошо так нарушат, а уже в сентябре его разрушат полностью вообще нахрен. Так что ждем аж до августа. В общем, в июле будут пристреливать, будет. Но это будет как бы там пугалка, дымочек какой-то. Раз, два. А в августе его хорошо подобьют, а добьют его в сентябре. Ну, вот так. Почему? То есть не спешим. Ну и меня еще про Херсон я сказала. Понимаете, я не могу как каждый... У меня нет выдачи пирожков. Я не продаю пирожки.
Я занимаюсь второй, это серьезное дело. Это информационное поле, это задействованная интуиция, высшие силы. Понимаете, если кто-то... Мне вот это больше всего... Есть такие люди, которые сидят, что-то... Вот она там 100 выдает ответов каких-то. Я так не делаю. Во-первых, я очень давно занимаюсь своим делом, очень уважаю, ценю свое время. Идите, если там выдают каждый вот так, она гадает, что-то там выкидывает. Я считаю, что такие предсказания не имеют никакой ценности. Это уже лотерея, это уже генератор случайных чисел, а не предсказание. Понимаете, чтобы вытянуть карту, я должна настроиться, представить образ, да, о чем я думаю, что я хочу узнать. Понимаете, это не просто, что я автоматический автомат, который выкидывает какие-то карты. Для этого существуют там монетки, там игральные кости, вот это. Это, пожалуйста, рулетка. Если я гадаю, то я пропускаю это через душу, через свою энергетику и не понимаю, не собираюсь там 100 штук выдавать. Я считаю, что это те, кто так делает, это просто говорящие головы, которые не пропускают через себя ничего, просто вот случайно что-то там выкидывает, и все бездумно. Я бездумно ничего не делаю, у меня голова для того, чтобы думать, а не для того, чтобы просто руки как автоматом выкидывать какие-то там карты. Все. Я не могу, не вижу смысла гадать 3 часа, отвечать каждые 2 минуты на вопросы по одному тому же Херсону. Кому надо, прослушает. Вот, пока у меня все, что я хотела сказать. Одесса, я же говорю, я уже не могу отвечать вам, и мои предсказания, вот да, в данном случае, я же говорю, что я пропускаю это через себя. Я не генератор случайных чисел и не игральная кость, да. Вот, поэтому сейчас про Одессу уже не вижу смысла, потому что оно не имеет прогностической ценности, не будет иметь. Это будет что-то ошибочное, там, или 50/50. Зачем я себя буду подводить? Я очень ценю репутацию свою и так далее. Вот. Есть другие предсказатели, в конце концов. Так. Что-то сегодня у меня нету ботов, но они появятся. Так. Днепр не возьмут, Запорожье не возьмут, Кривой Рог никакой оккупации не будет, успокойтесь. Вообще даже ничего. Откуда вообще-то берется вот эта оккупация, не знаю, Кривой Рог оккупация. Вообще поражаюсь. Так, бомбежка, вы имеете в виду ракеты, ну, я отдельное видео по своей области создам. Сейчас уже говорю, что я не могу. 3 часа можно говорить там о тысячных вопросах, да, вспоминать какие-то, не знаю, дела, там что-то вот, вести какие-то беседы о том, что ты хорошо знаешь. Гадать именно – это серьезное дело, а не развлечение. Это для меня, это работа. И еще раз говорю, что я пропускаю через себя. А просто выдавать как автомат какие-то карты, как это делают другие, ну, пусть делают, пожалуйста, идите к ним. Я так не делаю. То есть я создам специально, может, завтра выйду. По Днепру подробно, да, ракетами они, конечно, могут обстреливать и куда угодно дотянуться, как они будут, что это будет. Это действительно очень серьезно, что по жертвам. Это будет другой стрим, как он называется. Так, что у меня там? Да, поудалять пока. Расшистка у меня есть. Виталик, Виталик. Виталик все время, когда возьмут? Что-то решил, что его вообще возьмут. Так, сейчас. Так, обстрел опасности Каменска. Главврач поликлиники. Ага. А какой вы поликлиники главврач? Вот скажите мне. А у меня были на приеме? У меня был главврач поликлиники на приеме. Это вы? Моргните. Так, ладно. Так, Луганск. Ну, это я уже в другом стриме. Так, Одесса, Львов. Так. Ага.
отрежут ли Украину от Черного моря. Товарищи, вы вообще смотрите какие-то новости? Вы знаете, что освободили Змеиный, потопили половину их флота. Да, благодарю вас, да, за комплимент. Как ее отрезали? Уже, во-первых, на сегодняшний момент Украина отрезали от Черного моря, да, но мы боремся за освобождение. Вот некорректный вопрос вообще. Сегодня мы освободили Змеиный. Они на Змеином что делали? Располагали свои ПВО. То есть что такое ПВО? Да? То есть они поставили ПВО, и тогда они под этим прикрытием могут действительно запускать свои катера, запускать свои военные корабли, обстреливать, потому что их прикрывает ПВО от наших обстрелов. На сегодняшний день все это убрали, поэтому их корабли, их какие-то самолеты мы будем постоянно сбивать, потому что их ПВО уже убрали, мы выбили оттуда это ПВО. Вот. Просто что корабли эти есть, их еще надо дострелять, и тогда и подойти. С Одессы есть, и когда мы уберем этих всех кораблей, перебьем их, освободим Крым, Севастополь, по Севастополю будет удар, по их вот этой базе корабельной, тогда мы освободим. Сейчас они отрезали нас от Черного моря. Мы будем освобождать, это и отдельная тема будет. Змеино это была стратегическая точка для ПВО, и сейчас их там нет. И он не наш, потому что они тоже дотягиваются туда обстрелами, но дотягивают. Мы не можем там поставить свое ПВО. Для этого нам надо перестрелять их флот, который стреляет по Змеиному, и перестрелять их огневые точки там какие-то в Севастополе. Мы это сделаем, потому что у нас есть оружие уже. Когда... Да. О, пошло. Рассуждение сельчан. Конечно. Я родилась в большом городе в Донецке, всю жизнь жила в Донецке, в Днепропетровске, в Луганске. Рассуждение сельчанки. Я не говорю о том, что я военный эксперт, но общее представление я о ситуации имею. Кроме того, я общаюсь с военными, которые... Я болтушка. Ну так идите к экспертам, не к сельчанкам. Я вас тут не держу. Вообще тебя пошла нахрен. Тебя удаляю. Так, удалять ее надо. Одессу не оккупируют. Я же вам говорю только что про то, что освободили Змеиный. Дальше пойдет уничтожение их точек, которые обстреливают этот. Потому что и мы обстреливаем Змеиный, и они обстреливают Змеиный. Что ее оккупируют? Оружия все больше и больше. Да, у них есть преимущество по кораблям и по самолетам. Есть такое, да. Потому что у нас флота вообще нет. Самолетов у нас в разы меньше. Но мы хитрее. Так. Вот такое. Мухи налетят, я говорила, мухи налетают как мухи прям. В общем, как даже их мало сегодня. Еще, но они меня и разыскивают, они меня найдут, еще все впереди. Поэтому заходим, может быть, суббота-воскресенье продолжим, потому что я как раз, у меня был период, когда я гадала до начала июля. Вот, и теперь вот следующий период смотрим, что где. Фронт стал. Да, сегодня мы говорили по основным там. По Одессе, по остальному это будет в другом видео. По Днепропетровской. Никого не оккупируют, все. Еще может, посмотрим, где может быть какие-то прорывы, может быть, с их стороны все-таки. Белоруссия пойдет, но пока. Ждем еще не скоро. И там ничего такого страшного не будет. Потому что я вам объяснила, что там их ждет. Как бы они не очень и хотят. Ну, будут, ну пусть будут. Поэтому пока. Заходите, посмотрите в моем инстаграме, как там в Риге все завешено. Это мне люди сегодня прислали мои. Кто там. Я не выезжаю из Днепра, вообще не хочу, вот мне никуда не хочется. В свое время путешествовала, была в Европе и в Азии, но сейчас мне ничего не хочется.
Кроме того, мне кажется, что там все переполнено, забито, тяжело, наверное, ехать. Не знаю, кто-то, может, был там. Что вообще там? На вокзале показывают, в Польше люди спят прямо, задерживаются поезда. Короче, это вообще никуда не хочется, если честно. Ну, тогда пока. Всем удачи, заходите на мой инстаграм, телеграм-канал. У меня там интересные закрытые материалы, ритуалы, которые жесткие, которые тут я не могу выложить их. Ну, до свидания. Всем тихой ночи, чтобы ничего не прилетело.